Так, ну хорошо. Пока собираемся, у нас по плану на вопросы ответить. Поэтому задавайте. Потом у нас будет, мы сделаем проработку в прямом эфире с группой. И дам я технику по осуществлению намерения. Расскажу, как правильно ее делать, и вы сможете ее проделать. Сможете здесь, либо сами с собой уже, как пожелаете. Поэтому жду вопросов, чтобы мы не задерживались. Как понять, что ты находишься в трансе? Как самому понять? Самому понять очень трудно, потому что человек зачастую находится в трансе, и он этого не понимает. Если признаки... Спасибо. Запись... Ну, опять же, я выложу запись. Если она сохранит ее Инстаграм, то хорошо. Если хотите понять, какие признаки у человека, это расширение зрачков, каталепсия, когда человек внутрь себя уходит глубоко, он зависает. По этим признакам можно понять, что он в трансе находится. Либо если человек видит яркие цветные сюжеты какие-то. По этим признакам можете определить то, что человек в трансе находится. Но опять же, если речь идет о партнере, а не о вас. Потому что сам человек не осознает то, что он находится в трансовом состоянии. Он зачастую может видеть яркие галлюцинации, потом открыть глаза и сказать, что я не находился в трансе, я все понимаю. Сохраните эфир, пожалуйста, ночью. Уложу всех спать. Я хочу послушать и сделать практику. Да, хорошо, я сохраню. Если в потоке энергии начинает одолевать агрессия, но не всегда, значит, есть вот этот блок, который связан с агрессией, и очень хорошо, если вы работаете с энергиями, и блоки, которые касаются эмоций, начинают всплывать. Ищите, в чем загвоздка. Рано или поздно высвободите этот блок, если вы даже понимаете, какая эмоция происходит при этом. Это очень хорошо. Так, я, в общем, смотрю за вашими вопросами. Пока отвечу то, что здесь написали. Как попасть к вам или пройти у вас сеанс? Знаете, там наверху в профиле есть ссылка. Заходите туда, там находите пункт и записываетесь. Шамиль, приветствую. Можно ли сочетать магнетизм и обычную словесную технику погружения человека в гипноз? Делать словесное погружение, работать с энергией? Или лучше разделить? Если вы делаете погружение невербально, то лучше переключаться полностью на невербалику. Если касается магнетизма, то, естественно, можно и слова использовать, и использовать магнетизм. Но если погружение именно в гипноз, то лучше выбрать какой-то метод. Либо переключать полностью человека на восприятие звуков, либо именно на невербалику, на невербальную коммуникацию и невербальное воздействие. Почему возникает головная боль в затылочной области и головокружение при присоединении к человеку? Если у вас это возникает, значит, что-то вы не доделываете, что-то делаете неправильно. На каком-то этапе боли не должно быть никаких. По большей степени, наверное, это с напряжением связано. То есть вы не присоединяетесь, а больше стараетесь присоединиться, а старание – это и есть напряжение. Должно все легко происходить.
Как понять, чем заняться в жизни? Вроде знаю, что хочу стать коучем, но не получается. Как самому понять? Вас нужно направить. Если вы выбираете профессию коуча, то есть сами собираетесь учить, то вам толчок нужен оттуда же. То есть найдите учителя, который вам даст толчок. То есть так ответить вам, что вам мешает конкретно. Я просил, если вы пишете вопросы, вы немножко пошире обозначайте задачу. Потому что в двух фразах у каждого ситуация разная. Может, у вас заблокирована какая-то ситуация, связанная с этим, то, что вы можете учить кого-то. И нужно просто разблокировать эту ситуацию. Ну, то есть разрешить это в регрессии. Это не про то, что у меня есть предназначение туда идти или нет предназначения. Человек проходит определенные этапы, и если он готов уже обучать, он начинает обучать. Пока он не готов, он работает в индивидуальном порядке. Это просто внутреннее построение так устроено. Поэтому, если вы уже созрели, то вы в любом случае легко туда пойдете. Если нет, то значит что-то не доработали. Евгений, как вернуть состояние радости в жизни и состояние гармонии? Недавно обучение у вас прошло по психологии. Продолжаю делать техники. Моя ситуация так и продолжается, которая негативит меня. Елена. Сейчас, секундочку, я сейчас посмотрю. Напишите, пожалуйста, вы на очном были, на онлайне. Просто не помню, что у вас за ситуация. Много людей было, не помню, что у вас за ситуация. И что конкретно вы практикуете? Угу. Так. Как начать развивать экстрасенсорные способности? Такой вопрос задали. Экстрасенсорные способности, это по факту есть суперчувствительность, суперсенситивность. То есть вы либо видите то, что не видят другие обычным зрением, либо слышите это, либо можете учуять запах, тот, который не чувствуют другие. И развивать способности можно, исходя из того, что какая репрезентативная система у вас более развита. То есть, если у вас акцент на слух, то быстрее всего вы разовьете сверхчувствительность. То есть, внутренний голос может говорить вам что-то, какие-то правильные вещи. Если у вас больше акцент на видение, то, естественно, быстрее разовьется у вас вот это внутреннее видение, яснознание, там, ясновидение. Все зависит от того, какая система у вас более развита и как быстро вы хотите к этому прийти. Нужно сначала определиться, какая система, в какой системе восприятия вы живете. Муж изменяет в конце обучения, вы проработку делали со мной, должна плавать. Я понял, о чем речь. Но вы мне напишите, что у вас сейчас, напишите в Telegram. Я, кажется, вспомнил, о чем речь идет. Угу. Какие есть техники лечения с помощью магнетизма? Какой результат? Приведите пример собственный. Ну, самый простой пример, как можно магнетизм использовать, это диабет второго типа очень быстро уходит. В моей практике это занимало от 3 до 5 сеансов.
Что еще? С печенью работали, тоже быстро восстанавливается. Сердце. Сердцем работали, восстанавливали. Сердце тоже очень хорошие результаты. Это именно вот, касается магнетизма. Но там не только магнетизм участвовал, там и другие методы были. И работа была в комплексе. То есть с органами можно работать. Если взять какую-то психосоматику или эмоциональные какие-то расстройства, связанные с эмоциями, ну, то практически можно с чем угодно работать. Нет каких-то пределов. Вот какие-то прям чудеса, которые были, это вот работа с органами, это печень, сердце полностью восстановилось и поджелудочная. То, что касается там головных болей или что-то такого распространенного, с этим вообще можно работать без особых усилий. Когда запахи чувствуешь, но кроме меня их никто не чувствует. Это про что? Что нужно развивать? Вот это как раз и есть вот это одна из экстрасенсорных чувствительностей, то, что вы чувствуете. Вы чувствуете внутри себя вот этот запах и можете интерпретировать этот запах, с чем он связан. Если будете развиваться именно в этом направлении, то есть работа с запахами, то будете считывать информацию за счет вот этого восприятия. Интересная способность у многих людей, она присутствует. А если техника для быстрого засыпания? Если нет каких-то проблем с глазами, то быстро уснуть можете, если будете смотреть на свет 40 секунд, и потом закроете глаза и будете смотреть на отпечаток света. Успокойтесь и уснете быстро. Плохо слышно вас. Так, скажите мне, как меня слышно? Хороший звук, все слышно. Значит что-то, скорее всего, на вашей стороне. Так, следующий вопрос. Как отключить ум? Как не поддаваться уму? Вопросы задавать уму. Я уже говорил много раз, что есть техника, когда вы спрашиваете, откуда взялась мысль, и вы попадаете в тишину. Следующий вопрос. Куда ушла мысль? Тоже будет тишина, мысли будут отсутствовать. Если вы зададите вопрос «Кто я?», вы тоже отключите мысли и попадете в это ничто. Если вы чаще будете задавать эти вопросы «Зачем я?», вы будете попадать в безмыслие. Чем чаще вы будете задавать эти вопросы, тем быстрее вы научитесь контролировать ум, который, собственно, ведет и управляет вами за счет внутреннего эго, убеждений и установок. Как навсегда избавиться от пищевой зависимости? Хороший вопрос. Нужно, в любом случае, вам придется через усилие это сделать, а не через какое-то внушение. То есть это должно быть самовнушение. Это лучше поработать с зеркалом. И с зеркалом, отражению в зеркале внушать то, что вы хотите. А потом нужно начать действовать, то есть убрать. Самое главное, что убрать? Сахар убрать растительное масло, копченое и хлеб. Вот эти продукты уберите для начала, вот просто через усилия не ешьте эти продукты. И буквально через 2 недели, когда ломка пройдет, вы поймете, что вы начали контролировать. И не только начнете контролировать, вам захочется и тело в порядок привести, и здоровье улучшится. Ну и, естественно, пищевая зависимость уйдет. Потому что она уже перестанет быть зависимостью.
Если перед сном слушать мантру, медитацию, гипноз, как это повлияет? Все, что вы слушаете перед сном, будет это мантра, это гипнотические какие-то внушения, все это запишется у вас на подсознании. Вся система управления устроена очень просто. Вот если простые вещи говорить, с утра тот, кто смотрит телевизор, может быть, не телевизор смотрит, а тот же интернет, перед тем, как уйти на работу, посмотрит какие-то там ролики, какие-то там передачи, новости, неважно. Посмотрели, пошли на работу, поработали, сделали там свою работу, вечером опять перед сном что-то посмотрели, и опять вот эти внушения, всю информацию приняли на подсознание, легли спать, усвоили всю эту информацию. Вы когда просыпаетесь, у вас еще мозг полностью не проснулся, и поэтому человек находится в фазе сильного восприятия, у него все записывается утром. Вечером у него происходит расслабление перед сном, и у него опять находится в фазе, и у него опять все записывается. И поэтому человек зачастую вот этот мусор весь, он воспринимает и утром, и вечером. И даже если он критически относится к информации, которая поступает, он может сказать, что я так не думаю, или возмутиться, но пройдет какое-то время, это забудется, в подсознании ничего не забывается. Пройдет какое-то время, случится какая-то ситуация, и человек будет воспринимать эту информацию, та, которая произошла в самой ситуации, он будет, исходя из опыта, из вот этого, то, что у него было записано, он не будет разбираться, у него просто отреагирует так его тело, так его организм отреагирует, так его эмоции отреагируют. И он поступит, исходя из того, как он бы критически не относился к той ситуации, к той информации, которую он смотрел до этого. Поэтому, если даже днем человек воспринимает все и все записывается, то вечером и утром это очень сильные такие временные промежутки, когда человек попадает вот в эту фазу, и все записывается на подсознание. Так, ну хорошо. Какие-то вопросы у вас остались? У меня здесь закончились уже. Если есть вопросы, задавайте. Или можем с вами приступить ко второй части. Давайте эти крутые техники. Давайте я вам сначала сделаю такую предысторию и сначала скажу, вообще, если вы хотите, чтобы у вас что-то работало, вы должны отпускать это, отпускать не только во все пространство, которое есть, а в то, что вы принимаете это, вы соглашаетесь с этим. Если вы соглашаетесь, чем меньше у вас сомнений и больше согласия с самим собой, тем любое развитие, любое восприятие будет намного лучше. Так, хорошо. Ну, давайте тогда так сделаем. В прошлый раз мы тоже очень хорошо много что поснимали, различные блоки. Давайте сейчас тоже с вами сделаем. Сначала мы сделаем часть, в которой мы уберем какие-то негативные убеждения, установки, которые мешают развитию, либо достижениям каким-то. А потом перейдем уже к желаниям. Поэтому давайте сначала про боли. Евгений, можно вылечить жировой гипотоз, хронический запор?
Вылечить можно все, абсолютно. Я не буду говорить о том, что можно вылечить какие-то заболевания, которые считаются неизлечимыми, но если случаются какие-то из ряда вон выходящие случаи, когда происходят какие-то чудеса, то об этом тоже можно говорить. Они же случаются, пусть их не так много, но они случаются, и это в любом случае хорошо. Это через гипноз. Да нельзя все назвать гипнозом, потому что совершенно разные методы. То, что человек испытывает транс и гипнотическое состояние при этом, это не говорит о том, что использовалось только трансовое состояние. Потому что кто говорит, что все есть гипноз, можно сказать, что все есть сознание. А если все есть сознание, значит все есть манипуляция. По факту человек живет только ради манипуляции. Но это не так. Фантом собирает мастер или он существует априори? Дмитрий, я не совсем понял, про какой фантом идет речь. При обучении можно научиться? Научиться можно. Я на обучении даю очень большое количество материала, техник и методов, с помощью которых можно работать. Просто не нужно это убирать на полку, потому что только вы начнете заниматься, и у вас начнет получаться в практике это, вы поймете, как это здорово. У меня есть ученики, которые выбрали вообще одну технику. Они работают одной техникой и добиваются огромных результатов. Если могу определить цвет руками, то каким цветом больной орган? Зачастую это будет темный цвет, но для тестирования себя лучше с собой поработайте, то есть вы смотрите на цвета, на различные, и смотрите, какое у вас отношение к каждому цвету, и записывайте это на бумаге. Откалибруете, тогда будете точно знать. То есть сделайте вот эту калибровку и будете по цвету определять. Так, добрый вечер. Есть психологические блоки при изучении английского языка. Можно ли их убрать? Как долго это занимает по времени? Благодарю. Мы работали с девочкой с подобным запросом, тоже сложности в английском были. Наверное, два раза у нас встреча была. Я думаю, каждый специалист по-разному по этому поводу. Но у нее там почему-то блок был связан с мамой. Вот посмотрите, у вас там все в порядке. То есть мы снимали блок, который был на маме завязан. Как только разрешили, у нее все нормально пошло. С которым работает терапевт. Фантом создает терапевт, естественно. А в онлайне это вы делаете? Да, делаю. Как вы относитесь к мнению, что частотность Земли повысилась? Вы хотели написать, а тут написали повысилась. Да, повысилась. Еще ученые говорят то, что уменьшился протон, стал меньшего размера, поэтому это повлияло практически на все сферы жизни. Плюс еще уменьшилось время, сократилось время. То есть те 24 часа мы сейчас проживаем как 14 или 18 часов. То есть времени как будто не хватает. Внутренние циклы расходятся с часами, на которые мы смотрим.
Так, хорошо. Ну давайте тогда что, поработаем или еще вопросы есть? Давайте тогда с вами сделаем такое упражнение. Если кто-то хочет делать стоя, кто хочет стоя, почувствуйте больше. Если кто-то, у кого-то завязан больше на чувствительности, то будете делать стоя. Если меньше, как бы, если вам не важно это, можете делать сидя. Давайте сделаем так. Выберите каких-то три запроса, которые вам важны. Вот прям самый важный из трех запросов вы пронумеруйте первый, второй или третий. Первый, второй, третий, пронумеруйте их. И теперь посмотрите, на какую цифру у вас падает внимание больше. На первую, вторую или третью. Полгода назад со мной на работе поступили подло. Как мне мысленно отстраниться от этого человека? До сих пор ситуация не отпускает. Давайте вот это будет вашим запросом. Сейчас. То, что вы хотите отсоединиться, отпуститься. У всех, у кого то, что на какую цифру упало, с тем запросом, тот запрос и напишите. Сейчас, чтобы я запомнил все ваши запросы. И тишина. Убрать блок со способностей. Какой блок вы знаете? Если знаете, то запрос будет именно про вот это. Улучшение здоровья. Так, двойка. Открылось видение тонкого плана. Что звучит, какая цифра упала внимание. Убрать неуверенность в себе. Выучить немецкий язык, пока нахожусь на А2. Угу. Личностный рост. Больше конкретики. Давайте более конкретно. Легко изучать немецкий язык. Легко изучать немецкий язык. Лучше держать запрос «изучила немецкий язык». Достроить дом. Угу. В настоящем времени. Пишите в настоящем времени. Если достроить дом, достроил дом. Достроила дом. Хочу, чтобы муж в меня опять влюбился. Очень интересно. Хорошо, принято. Здоровье детей. Здоровье детей, что имеется в виду под здоровьем детей? Конкретика. Чувствительность своей целостности и важность. Чувствовать свою целостность и важность. Окей, хорошо. Принято. Есть клиенты, принято. Убрать неуверенность, проявлять себя. Хорошо, хороший запрос. Так, я развила в полном объеме экстрасенсорные способности.
Ну, это прям такой серьезный запрос. Много клиентов. Не люблю себя внешне, хотя окружение думает по-другому. Не, ну тогда запрос будет «я люблю себя». Запрос будете держать такой. Я люблю себя. Прекратилось головокружение. Если прекратилось головокружение, хорошо, пусть будет так. Живу за городом в своем доме. Хорошо. Принято. Улучшила, увеличила финансовый поток. А давайте мы не делали так, мы до этого делали по одному запросу на осуществление. Давайте основные прям запросы, мы их соберем все вместе, даже те, которые второстепенные. У меня все про деньги, у меня уже жар по телу идет. Счастливо выйти замуж, достигнуть статуса континентального директора. Хорошее пожелание. Найти своего человека в жизни. Так, убрать страх, что получится желаемое. Привыкла к тому, что развилась самостоятельно, и мне помогает новое успешное окружение. Спасибо. Спина перестала болеть. Обязательно их сюда писать. Да, обязательно, потому что я их запоминаю. Я успешный, востребованный эксперт. Создала свое шоу. Снять блок с экстрасенсорной способности. Сама его проявила. Страх был. Сама его поставила. Страх был. Ага. Я сделала летом экзамен по английскому. ЛТС на 7,5. Хорошо. Я совершенно здоровый человек. Тоже хорошо. Скинула лишний вес. Я телесный практик, у меня есть внедорожник. Хорошо. Нахожусь в отношениях с достойным, уважающим меня мужчиной. Хорошо. Изучила английский. Сдала экзамен и получила права на машину. У меня здоровая матка. Хорошо. Здравствуйте. Я вылечился от всех болезней и диабета. Знаю английский. Кто только присоединился, пишите свой запрос. Что вы хотите? Ну, что больше мешает, наверное, в достижении. Я и мой ребенок, я беременна, здорова. Ага. Я знаю турецкий язык, общаюсь, пишу что-то на нем. Перестала болеть правая часть головы, полжизни мучаюсь. Сосредоточьтесь на этом месте, когда мы начнем. Так, ну что, давайте. Я вас обожаю смотреть, спасибо. Давайте начнем тогда. Кто хочет, может встать. Кто хочет, может сидеть. Я попрошу просто, чтобы вы закрыли глаза и сосредоточились. Если это боль, вы сосредоточитесь на той части, которая болит. Если это орган какой-то, то сосредотачивайтесь на... Открыл институт психологии. Свободно общаюсь на английском языке, у меня дышит. Прокрастинация отступила, перестала болеть правая сторона головы. Окей, все, запросы. Продала квартиру, купила новую в новом районе. В общем, вы держите запрос. Если это какой-то орган, то, соответственно, внимание держите на этом органе. Просто закрываете глаза и держите.
Давайте сейчас прямо это сделаем. Болит спина, в том месте, где болит спина, держите внимание. Закрывайте глаза и держите там внимание. И 3 минуты вам на разрешение. Полностью отпустите тело, пусть происходит с телом то, что происходит. Полностью отпустите психику, просто дайте этому произойти. Больше ничего делать не нужно. Закройте глаза, внимание в этом месте, где болит, либо в этой части органа, либо на том запросе, который вы держите, вы просто думаете об этом. И просто согласитесь с тем, что будет происходить, пусть произойдет. Больше ничего не нужно. Давайте начнем. Кто только присоединился, вам придется подождать, пока у нас закончится первая часть практики. Кто только присоединился, ждите. Совсем немножко осталось. Мы доделаем практику и сделаем следующую уже все вместе. Напишите, пожалуйста, что у вас произошло, что у вас происходит. Можно
можно уже открыть глаза. Напишите, что происходит, что происходило. Горло горит. Мотает слегка, и спину хочется выгибать, как у гимнаста. Хорошо. Печень давала знать к себе, покачивает, дрожь по телу. Отключилась на некоторое время. Хорошо. Расширение чувства в грудной клетке и области манипура. Энергию сверху вниз. Хорошо. Крутила в разные стороны. Сильно жар в груди, в руках. Было покачивание, мурашки. Качала влево-вправо. Стучала, пульсировала в голове. Угу. Тело постепенно наполнило чувство нежности. Хорошо. Вопрос был лишний вес. Руки онемели, голову вперед склонила. Жар на лице. У меня прекрасное чувство радости и кайфа. Хорошо. Я выдохнула, появилась улыбка. Спасибо вам. Жар по всему телу. Немного выкручивало тело. Сейчас заметил, что слезы на глазах. Вопрос: я люблю себя. Видела себя грудным ребенком у матери на руках. Ее не стало, когда мне было 13, сейчас 40. Хорошо. Пошатывание вперед и назад, голова запрокинулась впереди. Вспышки света в голове. Качала, как маятник. Яркий свет в глазах, смех, жар, чуточку слегка. Сейчас в груди давление, сжатие. Хорошо, волна переключения в начале практики, потом концентрация на образе, и образ рассыпался на проблемы по его реализации. Супер. Качало тело вперед-назад, потом так хорошо стало и захотелось потянуться. Окей, хорошо. Еще кто-то не написал. Я просто помню. Расслабление по телу в разные стороны, волна. Хочется спать. Сначала тревога была, как страх в грудной клетке, потом тепло, чуть спокойнее стало почему-то. Боль в плечах, в левом ухе тянет, челюсть слева. Все даже реакции, которые не очень приятные, это все равно разрешение. Дискомфорт в области сердца сейчас. Слегка выпрямила спину. Пошатывание, ноги ватные, болела левая ключица. Давайте мы с вами сейчас перейдем ко второй части. То, что касалось факиризма, то, что я обещал вам дать. Сильное сердцебиение, и запрокинула голову, качала. Окей, хорошо. Я дам вам технику, которую вы сможете использовать сами с собой. Я сам ей пользовался. И сам с нее много брал интересного. Это про мои желания, про мои хотелки в свое время. Когда мне было это необходимо, я этим пользовался. Как делается техника? Кто вновь присоединился, у нас здесь практика по желаниям. Собственно, рассказываю технику. Как она делается? Сейчас, изначально вам нужен запрос на что-то положительное. Выберите что-то положительное, это про достижение, про что-то даже, может быть, про покупку какую-то. Но желание должно совпадать с вашими возможностями. То есть, например, вы можете это себе позволить, но что-то не дает, незначительное такое.
не нужно выдумывать, это не про мечту. Мечта – это есть нечто такое, то, что человек никогда не достигнет, это всегда останется мечтой. А есть цели. Вот, допустим, есть цель, которую нужно осуществить, вот, которую в любом случае вы осуществите рано или поздно. Вот про вот это. Даже если это какая-то незначительная покупка или приобретение чего-то, но как цель. В общем, желание должно быть такого рода. Это ускорит реализацию, получения того, что вы хотите. Сколько вам хватит минуты на то, чтобы определиться? Можно не писать. Сейчас можно не писать, можно просто выбрать это, выбрать и сконцентрироваться. Здесь нужна концентрация на вот этой одной вещи, которую вы хотите получить. Пусть она будет незначительная, это не имеет значения. Потому что в любом случае вы эту технику увидите, и вы сможете потом это делать с другими запросами, которые вы хотите. Если выбрали, дальше делайте так. Делайте глаза закрывать, но сейчас не надо закрывать, потому что я вам объясняю технику. Когда вы начнете это делать, можете с закрытыми глазами делать. Ну, не можете, это нужно будет делать с закрытыми глазами. Руки держите вот так, как будто шар какой-то. И опускайте этот шар в область половых органов. Держите в области половых органов. Это что вы делаете первым шагом? Держите и представляете, можете с открытыми глазами, вы представляете то, что там шар. Вы кладете этот шар внутрь, прям вот в эту область, в область паха. Кладете и раскручиваете этот шар. Раскручиваете до тех пор, пока он не станет прям светящимся таким, прям световым. То есть, если там при внутреннем рассмотрении вы видите, когда вы раскручиваете, вы видите то, что шар он не совсем белый, а есть какие-то пятна, вы в любом случае вот, психически, мысленно его начинаете крутить. Раскручиваете, раскручиваете, пока он не станет белым, светящимся. Дальше, после того, как вы это сделаете, как только раскрутите этот шар, вы перемещаете этот шар в область сердца. То есть оттуда, снизу, вы его поднимаете сюда. Делайте, опять же, это мысленно, воображением своим. И раскручиваете его до тех пор, пока он опять не станет желтым. То есть он должен у вас светиться желтым в области грудной клетки. Внутри раскручиваете этот шар. Смотрите внутренним зрением и раскручиваете. Теперь следующий шаг – ваше желание. Ваше желание положите в этот шар. Поместите. То есть эту картинку, то, что вы желаете, поместите в этот шар. Это то, что уже осуществилось. То есть если это покупка, у вас это уже есть. Если это приобретение чего-то, это есть. Если это то, что вы хотите каких-то отношений, они уже есть. В какую сторону? Что значит в какую сторону? У вас в центре вы раскручиваете снизу раскрутили до бела шар, подняли в область груди, в область сердца, раскрутили этот шар до бела, поместили туда ваше желание, то, которое у вас есть. Поместили вот эту картинку уже готового результата и раскручиваете ее. Раскручиваете шар, потому что он чуть темнее станет. Вы его опять раскручиваете до бела. Дальше вы садитесь, перемещаете шар вместе с желанием в центр головы. И запрокидываете вот так вот голову чуть назад. Голову обязательно запрокиньте, чтобы она у вас вниз не ушла. И там тоже раскручиваете до бела. Там будет тяжелее раскрутить, потому что
там, в принципе, все складывается из того, чтобы это осуществить. Дальше запрокидываете вот так голову, глаза закрываете и резким движением из центра лба, мысленно резким, выпускаете в пространство. Неважно куда, просто выпускаете в пространство. И все, и больше ничего делать. Даже не думайте о своем желании, которое, ну, то желание, которое вы сделали. Просто вот сделали эту процедуру, выпустили в пространство, все, больше ничего делать не нужно. Это очень древняя техника, еще с 1540 какого-то года, я сейчас точно не помню год, но это очень древняя техника, еще когда были факиры. В Индии очень развиты вот эти все вещи, которые раньше были развиты, я скажу, с реализацией намерения. И технику я вам дал в оригинале, как она делается. Так, ну хорошо. Эфир, я надеюсь, сохранится. Если у вас какие-то возникнут вопросы вообще про методику, вообще чем я занимаюсь, может быть, кто-то созрел и захочет обучиться. Я много чему обучаю и различным видам гипноза, начиная от классического и заканчивая магическим, включая работу с магнетизмом, психосоматикой и именно быстрыми и эффективными методами. И, естественно, я хочу продвигать свои знания, чтобы больше людей могли пользоваться этим, помогать другим. Поэтому, если я увижу вас у себя на обучении, я буду очень рад. Ссылка есть в описании. Можете там вопрос задать в форме, если хотите что-то узнать, что-то уточнить. В общем, жду вас. Спасибо, что пришли. По поводу, как часто использовать технику, то, что я здесь прочитал, можете использовать ее, когда получите то, что сделали первый раз. То есть вы получили с техники первый раз, потом можете сразу второй раз делать. Возможно ли у вас обучение лично? Да, есть такая форма личного обучения. Опять же, зайдите, не поленитесь, по ссылке в шапке профиля. Там есть вся информация, если что, вы можете там написать, задать вопрос, и ну, либо я отвечу вам, либо Катерина ответит. Выберите вариант, какой вас больше устраивает. Если хотите, я с вами лично побеседую. В какой стране вы живете? Я живу сейчас в Черногории, это Монтенегро. Часть времени живу здесь, часть в Дубае. Евгений, огромная благодарность, благодарю, рада видеть тебя, я тоже рад тебе, Светлана, я всем рад, много знакомых лиц. Спасибо большое, всех благ. По результату, да, результат, как вы получите результат от техники, берете еще одно какое-то намерение и опять с ним работаете. Но берите уже больше по значимости. Чтобы развить больше это, нужно брать чуть-чуть больше. То есть маленькое что-то получите, потом больше. Так, обязательно буду учиться. У вас глаза меняют цвет. Спасибо вам за помощь. Вам тоже спасибо. Приезжайте в Катар. Может быть, даже и приеду. Последний шар какого цвета? Везде шар должен быть белый. То есть раскручивать нужно до бела. Все, всех был рад видеть. До новых встреч, до новых эфиров. И жду вас на обучении. Всего доброго.